Привет, друзья, с вами Алекс, из Омана. Сегодня мы увидим два части прогулки по фьордам. Оманские фьорды образовывались миллионы лет, а территория Омана формировалась в то время, когда борьба за власть и контроль за прибрежными портами велась в водах Ормузского пролива. Оман является старейшим независимым государством Арабского Востока. Местные арабы приняли ислам при жизни пророка Мухаммеда, и местные имамы, духовные лидеры, управляли страной, когда власть перешла к династическому правлению султанов. Средневековая история Омана характеризуется соперничеством имамата и султаната до прихода португальцев, установивших в результате плавания Васко да Гамы военный контроль над торговыми путями вдоль побережья Аравии и Восточной Африки. В 1515 году португальцы захватили Маскат и Ормуз и стали доминирующей военно-морской силой в регионе. В 1650 году Португалия была выбита из Маската. В 1741 году местный правитель изгнал персов и начался отчет звездного часа Омана. Было создано крупное государство, Оманская империя, распространившаяся на зону Персидского залива, побережье Персии, Восточной Африки от Сомали до Мозамбика и Мадагаскара. Чтобы эффективно управлять протяженной империей, в 1832 году султан Омана даже перевел свою резиденцию на африканский остров Занзибар. Но после смерти султана империя была разделена между его двумя сыновьями на два самостоятельных султаната, азиатский Оман и Маскат и африканский Занзибар. В западной историографии совокупность аравийских и заморских владений султаната Маската и Омана называют пиратской Оманской империей. Арабы с этим не согласны, справедливо считая, что португальцы и англичане вели себя на Востоке по отношению к местному населению не лучше пиратов. Исторический Оман со столицей в городе Низва расположен на удалении от морского побережья и разделен с историческим Маскатом горным плато. Третья часть исторического Омана вошла в западную историографию под названием «Пиратский берег», известный как Договорный Оман, протекторат Британской империи, а ныне как Объединенные Арабские Эмираты. Современные бедуины не признают географического названия «Пиратский берег». Экономическая мощь Оманской империи создавалась за счет работорговли, центром которой был африканский Занзибар. Значительные статьи дохода приносила торговля тканями из хлопка и шелка, жемчугом, ладаном, другими благовониями и пряностями, а также золотом, серебром, медью и слоновой костью. Империя вела торговлю с Персией, Индией, Индокитаем и Китаем. По численности военно-морской флот Омана уступал в Индийском океане только флоту Британской империи. Султан заключил соглашение о дружбе и торговле с великими европейскими державами. Большое значение для торгового судоходства имели сезонные муссонные ветры в северной части Индийского океана. Особый режим ветров позволял зимой плыть от западных берегов Индии к юго-восточной Аравии и Восточной Африке, тогда как в летние месяцы муссоны обеспечивали плавание из Южной Аравии и Африки в Индию. В результате интенсивной торговли и взаимодействия арабской и африканских культур на восточном побережье Африки сформировалась своеобразная культура темнокожих и язык суахили, прибрежный, использующий письменность на арабской основе. Суахили стал языком межэтнического общения. Из Африки в Восточную Аравию перешла традиция носить мужской головной убор, шапочку кумма вместо аравийского мужского головного платка. Технологическое отставание в первую очередь в судостроении привели к постепенной утрате контроля над торговыми путями. Очередная военная экспедиция британской Остиндской компании положила начало британского господства в Омане. Пиратский берег стал британским протекторатом Договорный Оман. Международный договор о запрете работорговли окончательно подорвал мощь Омана. В результате открытия Суэцкого канала преимущество получил порт Аден, а Маскат оказался в стороне от торговых путей. Со второй половины XIX века султанат Маскат и Оман становится протекторатом Британской империи. Его последней заморской территорией оставался город Гвадр в Белуджистане,
и только в 1958 году владение было продано Пакистану. Оман в середине 20-го столетия превратился в глубокую и наименее известную на Западе периферию Востока.